Приветствую всех путников, зашедших на это видео. Белый сад — первая локация, в которую мы попадаем после обучения в Ведьмак 3. Служит неким прологом. Это прекрасное поселение славится своими фруктовыми деревьями, которые весной украшаются белыми цветами. Оно расположено на берегу реки, на северо-востоке от Вейзимы. До весны 1272 года это место принадлежало Тимерии, но сейчас оно находится под оккупацией Нильфгарда. После последнего сражения Темерской армии в ходе Третьей Северной войны. Население этой деревни состоит из кметов, а также здесь живут кузнец-бронник и купец. В самом центре населения находится доска объявлений. Одним из особых мест в округе является единственная корчма, которая расположена на востоке поселения, у моста Плакальщицы. Кроме своего экономического значения, эта деревня также служит убежищем для беженцев, которые ищут защиты от войн и конфликтов. Местные жители открыты и гостеприимные, и они всегда готовы помочь нуждающимся. Благодаря этому деревня стала известной как место, где люди могут найти убежище и поддержку в трудные времена. Пройдя эту локацию, вы скорее всего упустили интересные факты, места и детали, о которых я и хочу вам рассказать в этом видео. Не буду долго томить, начинаем. Давайте начнем с самой известной детали, о которой уже много раз говорили. Сразу как вы оказываетесь в открытом мире игры, вам придется сразиться с гулями. После устранения чудовища Весемир скажет вам, что пришло время отправиться в путь. Но не спешите сразу садиться на плотву. Пройдите немного вперед до развилки, там вы найдете утерянную вещь Йеннифер, хрустальный череп, который она потеряла во вступительном ролике. Позже вы сможете вернуть его владелице. Вы сможете это сделать после выполнения квеста «Последнее желание» на Скеллиге. Кажется, я нашел твою вещицу. Этот череп украшение? Если так, стиль у тебя здорово изменился. Это оружие. Никогда не видел у тебя ничего подобного. Как ты заметил, у меня изменился стиль. Спасибо, до свидания. Кроме того, после этого квеста у вас будет возможность отдать Йен кристалл Филиппы. Как только мы доберемся до корчмы в Белом саду, нам придется расспросить местных жителей о Йеннифер. Именно там мы и наткнемся на ученого, который научит нас играть в Гвинт и поделится своей историей. Этот мужчина сообщит Ведьмаку о своих планах отправиться на фронт и написать книгу о происходящих на войне событиях и описать ее во всей кровожадности. Геральт, в свою очередь, может предупредить ученого, что ему лучше вернуться в Новиград, иначе его могут убить даже из-за его сапог. Тебя убьет первый встречный солдат. Отчего же? Я гражданский, безоружный, соблюдаю нейтралитет. Сапоги. Что? Тебя за сапоги зарежут. Когда же мы после аудиенции с Имгером попадем в Велен, на первой же локации мы обнаружим дерево висельников. По трупам без обуви можно найти эту книгу, которая прерывается посреди слов. По всей видимости, зря он не послушал Геральта, все же убили его из-за сапогов. Во вступительном трейлере показывалась битва войск Тимерии и Нильфгарда. Место после битвы можно обнаружить вот здесь. Здесь была разбита армия тимерцев. Если обыскивать трупы, можно найти письмо солдата, адресованное его родичу. Он пишет место и ориентиры к нему, и просит откопать там клад, который он зарыл. Это место показывается на карте знаком вопроса, и даже если вы не найдете это письмо, клад все равно можно будет отыскать. У самого клада мы видим два трупа, скорее всего это родичи солдаты, которых убили утопцы. Также во вступительном ролике нам показали, как срубили голову лошади, на которой мчалась Йеннифер. Далее она сталкивается с солдатом, после чего у него из сумки выпадают вот эти вещи. На том же поле битвы можно найти ту самую голову лошади, а также пройдя левее к лесу, можно найти те самые выпавшие вещи солдата. В квесте «Пропавший без вести», который мы берем на доске объявлений, нам придется отыскать брата, человека по имени Дуни. По его словам, его брат Бастиан ушел сражаться с Нильфгардом и по сей день не вернулся. Он просит найти хотя бы его тело, чтобы похоронить. После того, как мы находим его брата живым, мы видим его в компании Нильфгардца. И тут выбор имеет последствия. Если вы скажете, что слишком рискованно укрывать дезертира, позже, вернувшись в эту хижину, вы обнаружите его труп. Но если захотите помочь Нильфгардцу, то позже их обоих можно будет обнаружить, живущих с Дуни и его семьей, где все, кроме Басина, работают, а он просто покуривает трубку. В диалоге упоминалось, что Нильфгардец Россен вывихнул лодыжку, поэтому тут он хромает. Но все же этот трудяга работает. Если, кстати, вообще не проходить этот квест и позже прийти в ту хату, они оба будут мертвы. Но есть у этого квеста еще одна очень интересная деталь. У одного из дерева висельников мы можем обнаружить приказ не снимать висельников с дерева. И под ним надпись генерала Марвина Россена, что может нам говорить о том самом Нильфгардце Россене, который лишь притворялся обычным солдатом. Или это лишь совпадение? Помните дополнительный квест с бабушкой и ее сковородой? Немногие знают, что можно сломать дверь в доме до разговора с пожилой женщиной, и она также попросит вас о помощи. Но диалог будет немного отличаться. Ой-ой, золотенький, если уж ты туда идешь,
Поискал бы мою сковородку. Кроме того, в этом доме можно найти монокль Тайлера. Маленький намек, что ночью приезжал Тайлер. Однако до версии 4.0 его можно было отдать только с помощью консольной команды или с помощью модов. Самый первый ведьмачий заказ в игре — это лихо у колодца, но мало кто знает, что этот квест может у каждого проходиться по-разному. Например, если прийти к колодцу ровно к полудню, вы увидите полуденницу, что не странно, ведь она полуденница все-таки. И если вы пришли в полдень и застали ее, то Геральт это прокомментирует. Вот и несчастный колодец. Полуденница? Интересно, что она здесь делает. Странно. Она не нападает. Ого. Я подошел слишком близко. Она исчезла. Но завтра наверняка вернется. Что-то ее здесь держит. Если же ведьмак придет сюда в любое другое время, то ему придется все осмотреть и изучить, чтобы понять, с чем он имеет дело. Вот и несчастный колодец. Странно. От духа ни следа. Может, он появляется в определенное время? Трава вокруг колодца выжжена. Тело высушено, следы ожогов. Судя по всему, это полуденница. Вот еще одна деталь в этом квесте. В одной из хат вы найдете пожелтевший дневник. Это дневник девушки по имени Клара. Из написанного мы узнаем, что она переехала сюда со своим мужем Волькером, чтобы наконец жить вольно. Ведь на прошлом их обиталище у них был барин, который издевался над ними. Но позже у этого барина умер сын, и он успокоился, и теперь хочет приехать к Кларе и Волькеру, заключить договор и просить вернуться обратно в его деревню. После прохождения квеста можно поговорить о Кларе с травницей Тамарой. Она расскажет, что Клара была ее близким другом, но когда барин все же приехал к ним, Клара сказала что-то плохое про его сына, отчего барин разозлился и всех убил. А в разговоре с охотником мы узнаем, что он и сын помещика Флориан любили друг друга. Но после того, как их застали вместе, охотника изгнали, а Флориан повесился. Теперь понятно, что Клара сказала про сына барина. Около склепа в Белом саду мы также можем отыскать могилу Флориана. С этим склепом есть еще одна очень интересная деталь. После победы над призраком обыщите склеп. Справа от входа вы найдете пару трупов, у одного из которого будет припрятан чертеж серебряного меча школы змеи и письмо. Прочитав письмо, Геральт узнает, что один из трупов Кольгрим, ведьмак из змеиной школы. Он как-то приехал в Белый сад, и на него возложили вину за исчезновение мальчика. Кольгрим потребовал, чтобы суд был заменен поединком с призраком на кладбище. Как мы видим, он проиграл поединок и навсегда остался в том склепе. Если идти по квесту этих чертежей, мы пойдем в разрушенную башню на востоке деревни. Там можно обнаружить протокол допроса. Снизу протокола есть приписка, в которой говорилось, что ведьмак Кольгрим не виновен. Мальчика убили утопцы. Историю Кольгрима также рассказывают и жители деревни Белый сад. У корчмы одна женщина рассказывает другой, что в смерти пропавшего мальчика, в которой обвиняют Кольгрима, на самом деле были виноваты утопцы. Можно также случайно наткнуться на скрытый квест, связанный с травницей Тамирой, но это уже будет после прохождения сюжета, с условием, что Цири ведьмачка и правит Родовид. Развяжи меня! Быстрее! Спасибо. Тебя перевязать? Я справлюсь. Охотники могут вернуться. Я их ждать не стану. Удачи. Мне пригодится. В игре есть много различных сундуков, которые не отмечены на карте. Один из таких сундуков находится под водопадом. Чтобы найти его, следуйте по быстрому указателю к мосту Смешки и спуститесь вниз. Там вы найдете водопад, а за ним труп и сундук с сокровищами. Такие сундуки можно найти, исследуя каждый закоулок мира. Есть даже сундуки, спрятанные на дне реки. Также у травницы мы можем увидеть девушку Лину, на которой напал Грифон. У нас есть выбор помочь ей, дав эликсир Ласточка. Но не каждый, кто помог ей, встречал последствия. Их можно узнать на юге Веллина, в Нильфгарском лагере. Ты, задержись-ка. Геральт из Ривии, да? Ты же был недавно в Белом саду под Вызимой. Да, очаровательная деревня, если бы не все эти трупы. Если бы не ты, было бы одним больше. Лина, она выжила благодаря твоему эликсиру. Очень приятно, что нильфгардский солдат так озабочен судьбой простой северянки. И несколько неожиданно.
ту ночь, когда на нее напал Грифон, она шла на свидание со мной. В лесу за гарнизоном. Скверное место ты выбрал для свиданий. Если бы не Грифон, на нее бы напал кто-нибудь еще. Я знаю. Но я мог вырваться всего на час между сменой караула. Этот лес был близко. Послушай, Лина не до конца пришла в себя. Я забрал ее с собой, когда меня сюда перевели, и думал, она поправится. Но нет, она ничего не говорит, не узнает людей. Большую часть дня спит. Я предупреждал Тамиру. У ведьмачьих эликсиров есть мощные побочные эффекты, обычно неизлечимые. Я уже ничем не могу ей помочь. Разве что какой-нибудь чародей. Я не знаю, благодарить тебя или проклинать за то, что ты не дал ей умереть спокойно. Поверь мне, мой выбор был труднее. Перед уходом из Белого Сада трактирщицу ударили об стол. Позже по сюжету в Новиграде, после выступления и песни Присциллы, мы ее встречаем, и она говорит ведьмаку пару нелестных выражений. Это очень странно, при том, что в Белом Саду Геральт с Весемиром ей помогли. Поддержите это видео лайком и подпиской. Напишите в комментариях, встречали ли вы эти детали, или может знаете о таких, о которых я и не поведал в этом ролике. Ну а с вами я не прощаюсь, еще услышимся.